Привет, друзья! Это Ната, и в своем блоге я веду дневник с наблюдениями за растениями и не только. Несмотря на то, что декабрь на дворе, в моем маленьком уютном городе туманы плотные окутывают здания и природу, делая все вокруг сонной, ленивой атмосферой. Силуэты деревьев проступают призрачно, а воздух тяжелый, пропитанный влагой и тишиной. Я сорвалась из этой сонной идиллии, уехала в большой, красивый город Москву, где будто встретились осень с травой зеленой и крепким морозом, сплетаясь в странный, завораживающий дуэт. Москва-река замерзла, покрылась льдом, будто снежная королева пролетела над ней низко, своим дыханием заморозила волны в неподвижные зеркала. Лед хрустит под мостом и несет холодрыгу, ту самую, что проникает под куртку, заставляя кутаться в шарф, но и будет в душе предновогоднюю дрожь. Я стою на набережной, смотрю, как лед тянется к горизонту, и думаю, вот оно, чудо зимы, где вода становится камнем. Улицы уже готовы встречать Новый год, Москва пульсирует предчувствием, как сердце перед праздником. Но настоящее волшебство случилось на старинной пешеходной улице Старый Арбат. Там взорвался апельсино-мандариновый бум, яркий, как вспышка солнца в декабре. Елки, запорошенные снегом, стоят в ряд, усыпанные апельсинами, такими сочными на вид, очень похожими на настоящие, что хочется сорвать и надкусить, чувствуя кисло-сладкий сок на губах. На фасадах домов пушистые елки с шишками, что свисают тяжелыми гроздями, словно из лесной сказки, где эхо шагов теряется в арках. Апельсиновые горы, огромные, шарообразные, в которых можно пофотографироваться, нырнув в оранжевую бездну. Улица украшена огоньками, гирляндами, что ждут Нового года, мерцающими мягко, как звездочки в тумане моего города, но здесь они ярче, смелее, переливаясь в ритме шагов толпы. А гигантские апельсины метров 5 высотой, оранжевые великаны, что стоят на страже, с улыбками в кожуре, приглашая к объятию. Они возвышаются над головами и кажутся порталами в лето, где солнце не заходит. У театра Вахтангова дружелюбно рассекает робот на маленьких колесиках, ловкий, как мышь в опере, с надписью на боку. Я доставляю будущее. Он маневрирует между ногами прохожих, а у него милые глазки, с лучиками тепла, что смотрит на мир с детской доверчивостью. Робот едет тихо, везет посылку, и кажется, что он вестник праздника, несущий не грузы, а надежды. Я иду следом, улыбаюсь его глазкам, и Москва в этот миг, как мой подоконник, полна сюрпризов, где мороз и зелень сплетаются, а апельсины шепчут о весне. Меня не было неделю, 7 дней. А теперь возвращаюсь в свой уютный уголок, и иду смотреть, что с моими зелеными любимцами. Роза живая, а как она живая? После пересадки и без 7-дневного полива. Зеленая, с листиками. Пожелтевших листьев не видно, все целые. Она стоит гордо, стебли прямые, как стрелы, и кажется, что за эту неделю она окрепла, впитала тепло комнаты, как губка. Но вот бутоны завяли, эти алые обещания, что манили меня в супермаркете. Распустившиеся завяли, они не облетели грациозно, а высохли, сморщились в икебану из былой красы, повисли грустно на макушках веток. Не раскрывшиеся тоже поникли и высохли, набухшие шарики, что так и не успели раскрыться, теперь висят головками вниз, потемневшие, словно осенние плоды под первым морозом. Некоторые листики погрыз кисун, мой пушистый разбойник, что воспользовался моим отсутствием, добрался до нежных краев, не побоявшись ее шипов. Я беру ножницы и без сожаления отрезаю увядшие цветы. Один за другим, чуть ниже от бутонов. В горшке 3 розы, 3 кустика, сплетенные в один букет. Одно обрезала еще раньше, коротко, оставив сантиметров 5 от основания. А эти 2 я хочу обрезать выше, чуть ниже бутонов, и посмотреть, что будет дальше. Проснутся ли новые почки или стебли выпрямятся в молчаливом протесте. Вот такая роза вышла без бутонов. Кустик приличный, но уже не такой, как был, пушистый, когда его купила.
Я поливаю ее теплой водой. Держись, моя колючая подруга, твои шипы, твоя броня. Рядом компания декабристов. Смотрю, совсем загрустил, бедняга. Почти все ветки развалились. Лежат рядом на земле, сморщенные сегменты, как обломки. Весь куст развалился, что с ним? Я не понимаю, словно невидимая рука подточила основание, вырвала жизнь из корней. Обломились у основания, посыпались ветки одна за другой, как домино в кошмаре. Я разгребаю, убираю с горшка увядшие ветки с горечью в сердце, пальцы пачкаются землей, а в груди ком. Каждая ветка – воспоминание о сентябре, когда я пересаживала их с любовью, в свежий грунт, полный надежд. Остался один полуживой сухой сморщенный обрывок веточки, торчит из земли как флаг капитуляции, с парой листьев, что еще цепляются за зеленый. Второй тоже дышит на ладан, половина отвалилась, а вторая часть – сморщенная, безжизненная ветка. Пока оставлю ее так, не трогаю, даю шанс, может она очнется, наберется сил от лампы. Осталась одна живая крепкая ветка, на ней увенчанная розовым растущим бутоном две штучки, набухшие, нежные, как первые снежинки. Я надеюсь, что она уцелеет, эта одинокая воительница. Это одна из 4 пушистых веток цветка, еще летом пушистого цветка. Мне очень жаль вот эти ветки, кучка боли. Что с ним произошло после пересадки? Он не выжил, хотя я его подкармливала, янтарной кислотой, Гроуи аж 101 по капле, с расчетом, и не переливала при поливе, ориентировалась на палец в землю. 3 сантиметра вглубь, и если влажная я не поливала, ждала, пока высохнет. Земля всегда была рыхлой, свет ровным, но что-то сломалось внутри, как трещина в корне, что не видно глазу. Мой большой шикарный куст хлорофитума, этот зеленый фонтан, дал новые цветочки. Обожаю новые цветочки у хлорофитума больше, чем пушистые веточки с детками, эти цветы эфемерные, как вспышки радости. Маленький хлорофитум стоял под лампой все это время, пушистый, как плюшевый мишка. Кисун тоже постарался, мой пушистый проказник, подъел его листочки. Но кустик держится, упругий, с новыми побегами. Пушистая пальма распушилась, превращая подоконник в миниатюрный оазис. Ой, а что с крошкой Мо? У нее пожелтел один листик, маленький, один из первых, с которым она у меня появилась. Неделю назад он был зеленый, с маленьким желтым пятнышком, тем самым, с которым она и была изначально, как шрам от старой битвы. А теперь он совершенно желтый, поникший. Это очень печально. У нее всего 4 листика, и один пожелтел ни с того ни с сего. Что это может быть? С остальными на вид все хорошо. Они зеленые, свежие, с жилками, что пульсируют соком. А новый лист, кажется, вырос больше. Сердцевидный, зеленый, тянется вверх, обещая силу. Вот алаказия стоит в уголке, красотка с бархатными блинами листьев, что сияют серебром прожилок. Кажется, что ее старые листы не растут совсем. Ни стебель, ни сам лист, они застыли как в рамке. Если сравнить новый лист со старым, он почти догнал размером свой первый лист. Пальмочка моя красавица, лист веер посередине подрос, раскинулся шире, зазубринами, что остры как зубы дракона, но грациозны. И, наверное, скоро даст стебель, тонкий, прямой, что пробьет воздух, увенчавшись новой порослью, как обещание лета в зимнем окне. Перехожу на другое окно, северо-западное, где растения живут без подсветки лампы, в объятиях естественного освещения, окрашивая подоконник в серебристые тоны декабря. 2 маленьких шикарных кустика хлорофитума, мои экспериментальные красавцы, стоят в ряд, красивые, пушистые, высокие, практически одинаковые, словно близнецы из тропической сказки. К ним примкнул в соседи гиацинт, которого я купила совсем перед отъездом, маленьким, не распустившимся цветком сантиметров 10, в своем любимом супермаркете. Опять вышла за продуктами, а тут он меня ждет на полке у кассы, в тесном стаканчике,
без бутонов. Я думала, он за неделю не распустится, по его виду казалось, что цветению еще долго месяца ожидания в холодной земле. Но вернулась, и он стал высоким, наверное, сантиметров 30, вытянулся стрелой, с большими, крупными бутонами-колокольчиками, ароматными и потрясающими. В первый раз его вижу таким, не могу оторваться, наклоняюсь ближе, вдыхаю сладкий, травянистый аромат, густой, как медовый дым, что разливается по комнате, прогоняя зимний холод. Он выглядит как весна на фоне декабрьского снега за окошком. Бутоны белые, бархатные, с венчиками, что трепещут от легкого дыхания, а стебель кривой, увенчанный этим великолепием. Бутоны очень увесистые, тяжелые, и он накренился на бок, падает от их веса. Наверное, надо было его пересадить в другой горшок, потому что маленький стаканчик, которым я его купила, ему явно маловат и тесен. Корни, видно, упираются в стенки, прося свободы. В общем, я не знаю, что с ним делать, может пересадить сейчас, рискую шоком для цветов, или подождать, пока он отцветет, чтобы не тревожить эту хрупкую гармонию. Хотя он просто потрясающий цветок, этот белый взрыв в декабре, где каждый колокольчик обещанием тепла. У моей фиалочки так и не появились цветочки за неделю. Ничего нового не произошло. Стоит с зелеными пушистыми листиками, бархатными, жмущимися друг к другу, как в тихом раздумье. Куда пропали цветы, непонятно, те нежные фиолетовые звездочки, что раньше сияли, словно ушли в спячку, не простившись. Такое впервые, досадно. Одиночка-декабрист меня очень радует. Он зеленый, сочный, с предвкушением растущих бутонов, розовых зимних цветов, что набухают на кончиках, как румяные щечки. Я очень жду их, очень рада. Это одинокая ветка, как маяк в тумане, обещающий праздник в самый темный месяц. Рядом загадочная баночка, накрытая полиэтиленом, сейчас мы ее откроем и увидим большой новогодний сюрприз. Это те семечки цикламена, которые я посадила 2 ноября, в темную землю, с надеждой, что упрямая судьба даст шанс. Проросли 2 семечка из 5, и дали по одному листочку, где-то сантиметра 2, сердечком, нежным, как первый лучик. Моей радости нет предела, я не ожидала уже, что они прорастут, им понадобилось почти 2 месяца. Думаю, пусть они стоят так же под пленкой, может прорастут еще семечки и подрастут эти, тянись к воздуху. Это фантастический подарок, так как по статистике они не у всех прорастают, вообще редкое чудо, что говорит. Терпение цветет. Я купила на Озоне новогодний подарок для своих растений – лампу. Наконец-то она у меня. Ждала ее больше 2 недель, отсчитывая дни, как ребенок перед праздником. Белая лампа на прищепке, компактная, как верный страж, с гибкой ножкой, что изгибается по моему желанию. Таймером оснащена, чтобы свет горел ровно столько, сколько нужно. 4, 6, 12 часов, выбор за мной без хлопот. Белого света полного спектра. Несколько режимов. Производитель обещает 60 Вт мощь, что разгонит тени. С пультом, маленьким, белым, с кнопками, что переключают, включают, выключают лампу дистанционно, из любой точки комнаты, даже с дивана, где я сижу с чашкой чая, наблюдая за зеленым царством. Я установила ее на край подоконника, прищепка вцепилась крепко, как якорь, а лампа наклонилась над горшками, осыпая их лучами света. Поставила под нее своих зеленых друзей. Розочку, то, что осталось от компании декабристов, пушистый хлорофитум с его каскадными прядями, алаказию с бархатными блинами листьев, крошку мо с ее 4 сердечками, пальмочку, что распушилась веером. Они стоят теперь в круге света, ровного, белого, что проникает в каждый уголок, будет корни. Растите, дышите, живите мои зеленушки. Надеюсь, моим зеленым друзьям понравится этот подарок. Свет будет помогать им расти большими и здоровыми, наливать листья соком, пробуждать спящие почки, превращать подоконник в мини-джунгли,
где зима отступает перед зеленым упорством. И да, у меня появилось новое растение, пока совсем маленькое, крохотное, но о нем я расскажу в следующем ролике. Дорогие друзья, пусть 2026 год станет вашим личным фейерверком чудес. Ярким, искрящимся и полным неожиданных сюрпризов. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с улыбки, а каждый вечер с ощущения выполненных мечт. Пусть здоровье крепнет, как новогодняя елка под гирляндами. Любовь расцветает букетом из теплых объятий, а успехи сыплются, словно конфетти с неба. Забудьте о былых тучах, впереди только солнечные перспективы. С Новым годом! Пусть он принесет гармонию в семье, вдохновение в дела и радость в сердца.